Всем добрый день! Сегодня поговорим о Black Sabbath. Это легендарная британская группа, образованная в городе Бирмингеме в Англии в 1969 году. Группа выбрала в качестве платформы блюз-рок конца 60-х, задала новое направление музыкальному развитию, снизила темп, сгустила звучание бас-гитары и построила композиции на пересечении тяжелых рифов. В текстах группа отказалась от любовной лирики и характерных фразеологических штампов блюз-рока, создав совершенно новый для своего времени поэтический мир, в котором преобладали самые мрачные образы и мотивы. Группу, изначально называвшуюся Polka Talk, в честь местного магазина пакистанской одежды, образовали 4 друзей детства: Оззи Осборн, Тони Айоми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Музыкальным мозгом группы был гитарист Айоми. Он рассказывал, что в то время находился под влиянием различных джазовых гитаристов, особенно Джанго Райнхарда. Уорд тоже интересовался джазом. Его любимыми барабанщиками были Бадди Рич и Джин Крупа. Гизер Батлер впоследствии источником вдохновения называл игру Джека Брюса из «Крим». Оззи Осборн, выходец из очень бедной семьи, в 1966 году отсидел 6 недель в местной тюрьме за отказ выплатить штраф в 25 фунтов после того, как влез в магазин одежды. В музыкальных пристрастиях Осборн был сравнительно ортодоксален. Он любил Битлз, а своим кумиром называл Джона Леннона. Поначалу группа играла блюз-рок, но вскоре сосредоточилась на более темной музыке и оккультной тематике. Идея эта впервые пришла в голову Айоми. Как-то раз, глядя из окна на очередь за билетами в кинотеатр, где шел фильм Марио Бава «Черная суббота», в англо-американском прокате он вышел как раз под названием Black Sabbath, он заметил: не правда ли странно, что люди любят, когда их пугают? Текст песни, ассоциативно названный Black Sabbath, написал Оззи Осборн, на которого произвел сильное впечатление пересказ Батлером эпизода, который случился с ним вскоре после того, как он прочитал книгу XVI века о черной магии. Она им так понравилась, что музыканты переименовали группу в честь своей новой песни. И уже в 1969-м они привлекли к себе внимание концертными выступлениями и год спустя подписали контракт с Philip Records и вскоре выпустили дебютный альбом. Он вошел в первую британскую десятку, а 4 месяца спустя был выпущен в США, где продержался в топ-40 около года и разошелся за это время миллионным тиражом. Впрочем, если бы вы спросили, что из дебютного альбома нравится лично мне, то я бы выбрал песню под загадочным названием N.I.B. Несмотря на явное влияние Крим, песня в каком-то смысле эталон раннего звучания группы со всеми составляющими: четким тяжелым рифом, мелодичным припевом и меняющимся темпом. Текст песни получился весьма любопытным. Поначалу кажется, что мы слышим банальное любовное признание парня, обещающего подарить девушке солнце, луну и звезды. Однако внезапно выясняется, что эти обещания не просто красивая метафора, ведь ухажер никто иной, как сам Люцифер, по уши влюбившийся в смертную женщину. С моим выбором песни наверняка бы согласился и Константин Кинчев, который не удержался и сочинил на основе этого рифа собственную песню «Аккумулятор».
Для музыкальной критики Black Sabbath в течение многих лет оставались изгоями, не имевшими поддержки рекламных агентств, прессы и музыкальных радиостанций. Несмотря на это, в сентябре 1970 года вышел второй альбом. Он поднялся на первое место в Британии. В самом конце студийной сессии неожиданно выяснилось, что хронометраж альбома маловат. И продюсер Роджер Бэйн попросил группу сочинить еще одну небольшую песенку. Пока остальные члены группы вышли купить еды, Тони Айоми быстренько сочинил стремительную гитарную партию. Оззи тут же напел на этот риф мелодию, а Гизер написал текст от лица человека, страдающего депрессией и постепенно теряющего свой рассудок. Если верить Уорду, на все про все, включая запись, у группы ушло полчаса. Услышав этот довесок, на лейбле тут же поняли, что Black Sabbath наконец-то записали стопроцентный хит. Параноика не только решили издать синглом, но и заставили группу назвать так весь альбом. Но изначально второй альбом музыканты хотели назвать по названию песни «Военные свиньи», но их, как было сказано, отговорили. В Америке, которая вела войну во Вьетнаме, альбом с таким названием рисковал остаться нераспроданным. Между тем, сама песня была явно антивоенной и воспринималась американской молодежью на ура. Но многие не обращали внимания на политику в песнях, зато клевали на предполагаемую религию Black Sabbath. По воспоминаниям Томми, мы привлекли невероятное количество психов. Там были все виды сатанистов. На один из концертов пришел глава банды байкеров «Ангелы Ада». Сначала в гримерку вошло примерно 50 охранников, потом он представился и сказал, что дает нам свое одобрение. Они остались и посмотрели шоу, а потом уехали огромной кавалькадой на мотоциклах. Чем дольше продолжались гастроли, тем сильнее сгущались краски. Когда мы добрались до отеля, то увидели, как пара десятков сатанистов и ведьм сидят в коридоре. Они сидели у наших номеров в черной одежде, с черными свечами и что-то завывали. Мы задули свечки и спели им «Happy Birthday». Так что им ничего не оставалось, кроме как свалить. Скоро подобные нелепости превратились в обыденность. В 1972 году Black Sabbath обнаружили, что на двери их гримерки кто-то нарисовал свежей кровью огромный крест и заколотил дверь гвоздями. Позже на концерте Тони увидел на сцене за корпусом огромного динамика человека в длинном черном одеянии и с ножом в руке. Он почти ударил меня ножом, но, к счастью, работники сцены свалили его на пол. Однако во время гастролей страшнее были не спятившие фанаты-оккультисты, а, как бы это банально ни звучало, наркотики, которые превратились для музыкантов в постоянный допинг. В Америке Black Sabbath перешли на кокаин. С группой начал ездить личный торговец наркотиками. Кокаин поставлялся группе непрерывным потоком и в огромных мешках, будто стиральный порошок. И скоро музыканты превратились в компанию законченных наркоманов. Нельзя обойти стороной еще один трек со второго альбома под названием «Железный человек». В нем звучит, наверное, самый запоминающийся из всех многочисленных рифов, придуманных Тони Айоми. Юное поколение наверняка знает эту песню благодаря одноименному фильму 2008 года с Робертом Дауни-младшим, где она играет в финальных титрах.
Несмотря на это, содержание песни не имеет никакого отношения к герою комиксов Marvel. Автор текста Гизер Батлер рос в католической семье, и в детстве ему не разрешали читать никаких комиксов. Саму идею песни подкинул Оззи Осборн. Ему показалось, что грозный риф напоминает тяжелую поступь огромного металлического парня. Отталкиваясь от этого образа, Батлер придумал целую фантастическую историю. Она повествовала о человеке, который отправился в космос, и ему привиделся апокалипсис, ожидающий Землю в будущем. Возвращаясь домой, герой попал в магнитную бурю и превратился в железное существо, потерявшее дар человеческой речи. Все попытки как-то предупредить землян о грядущей гибели встречали у окружающих только насмешки. Не выдержав подобного отношения, Железный Человек впал в ярость и уничтожил человечество, тем самым исполнив свое же пророчество. В конце 70-го года Тони Айоми впервые приспустил струны своего Гибсона со стандарта ми до ми-бемоль. Дело в том, что в 60-х, работая на заводе, он лишился кончиков двух пальцев и, играя с протезами-наконечниками, испытывал постоянную боль. Новый, более низкий строй, позволивший гитаристу снять лишнее напряжение, был опробован на следующем альбоме. Он вышел в августе 1971 года и по обе стороны Атлантики стал хитом, достигнув миллионной тиражной отметки. Первым делом мы купили себе дома и машины. Ну, а потом, что покупать потом, если для чего-то и требовались нам деньги, так только чтобы купить новую гитару или новое оборудование. Наша цель была создавать хорошую музыку и совершенствоваться на концертах. Если предыдущие стилистические эксперименты группы казались интересными, то материал четвертого альбома, так и названного «Том 4», показался мне слишком легким и мягким, возможно, даже попсовым. Как говорил Оззи Осборн, они записывали этот альбом в основном для себя, а потом уж для всех остальных. Что же группа теперь могла себе это позволить? Денег у нее хватало, в том числе денег на кокаин, который во время записи стал потребляться в таких количествах, что на утро его приходилось сдувать с микшерского пульта. Самой же попсовой песней на альбоме стала баллада «Перемены». Несмотря на то, что группа редко исполняла эту песню на концертах, Оззи песню очень ценил. Недаром в 2003 году он записал новую версию, исполнив балладу дуэтом со своей дочерью Келли. Текст был подкорректирован и теперь повествовал о разлуке отца и дочери. Летом 1973 года, к моменту записи своего пятого альбома, группа почувствовала, что выдохлась. К наркотикам, на которых плотно сидели все музыканты, добавились дрязги с менеджментом, и Тони Айоми долго не мог сочинить ни одного достойного гитарного рифа. Чтобы стимулировать вдохновение, группа решила уединиться в замке Клирвелл, в подземелье которого свезла всю звукозаписывающую аппаратуру. Наркотики из жизни никуда не делись, поэтому не мудрено, что музыкантам постоянно мерещились всяческие призраки, вроде бродящих по комнатам пустых рыцарских доспехов. В итоге на пятом альбоме группа отчасти подтвердила свое реноме, но во многом и отошла от раннего стиля, сблизившись с прогом, отчасти благодаря работе приглашенного клавишника Рика Уэйкмана из Yes.
Альбом поднялся в первую британскую десятку и мог бы ознаменовать звездный час Black Sabbath, если бы к этому времени все участники группы не впали в тяжелую наркотическую зависимость. Конец веселой жизни пришел в 1974-м в результате смены менеджмента. Подписав новый контракт, группа оказалась вовлечена в судебную тяжбу с прежними менеджерами. Оззи рассказывал: «Мы были просто 4 тупицами из Бирмингема. Пока у нас в карманах было несколько фунтов, новая машина для того, чтобы гонять и снимать девочек, мы не волновались. Мы никогда не осознавали потенциал того, что мы делаем и в чем заключалась сделка. А сделка была в том, что их компания менеджмента не только владела всеми песнями, но и всеми их домами и машинами». Гораздо позднее Оззи с горечью признал: «Они дают тебе деньги, кокаин и все такое, но они всегда тебя контролируют». 2 года музыканты вели юридические битвы и пытались побороть наркотическую зависимость. Из-за этого пришлось почти на год отложить выпуск следующего альбома, во многом экспериментального, который сегодня музыкальные критики признают самой недооцененной работой группы. К моменту начала работы над 7-м альбомом в составе группы наметился конфликт. Тони Айоми предлагал разнообразить аранжировки и стиль группы. Осборн решительно настаивал на том, чтобы группа не изменяла своим принципам. В альбоме 1976 года они пошли тем путем, по которому вел их гитарист. Насытили музыку звучанием струнных и синтезаторов. Разочарованный избранным направлением развития, Осборн в ноябре 1977-го покинул состав, но вернулся в январе 1978-го, чтобы принять участие в записи альбома. Несмотря на успех некоторых синглов, он продавался плохо, но главное, имел мало общего с теми идеями, которые сделали Black Sabbath пионерами своего жанра. Осборн окончательно покинул группу, чтобы начать сольную карьеру. В июне 1979-го его заменил Ронни Джеймс Дио, вокалист группы Rainbow. Альбом, вышедший в апреле 1980 года, ознаменовал возвращение группы в первую британскую десятку. В то же самое время вышел концертный альбом 5-летней давности. Он был почти сразу же снят с продажи, но успел попасть в топ-5. Несмотря на успех, личные психологические травмы барабанщика Билла Уорда, его родители умерли один за другим в течение очень короткого времени, а также проблемы с алкоголем и психическим здоровьем вынудили его выйти из состава. Его заменил Винни Эпес, с которым квартет записал следующий альбом. В США и Британии он стал золотым. И тут между Айоми и Дио разгорелась ссора. Первый обвинил второго в том, что тот пробрался ночью в студию, чтобы увеличить громкость своего вокала. К моменту выхода пластинки Дио уже покинул Black Sabbath, забрав с собой и Эпеса. Эту кадровую проблему группа решила, уговорив вернуться в состав Уорда и, к удивлению многих фанов, пригласив Йена Гиллана, бывшего вокалиста Deep Purple. Новый состав записал и выпустил альбом. В мировое турне музыканты вышли с барабанщиком Бивом Биваном, известным до этого по работе с Electric Light Orchestra. Уорд вернулся в состав весной 1984-го, но в июне 1985-го,
Но тогда же ушел Гиллан, присоединившись к своей старой группе. «Я и не собирался входить в состав Black Sabbath», — позже говорил он. «Просто мы напились с Гизером и Тони, а на следующий день я узнал о своем согласии. Кроме того, они такие милые парни. Я хорошо повеселился, прекрасно провел год, так что авантюра себя оправдала». Заменивший Гиллана Дэйв Доната пробыл в составе лишь до октября. 13 июля 1985-го Black Sabbath дали концерт в рамках благотворительного мероприятия Live Aid с Оззи Осборном. Но после этого из группы ушли Осборн и Батлер, оставив Айоми единственным участником оригинального состава. В это же время сам гитарист приступил к созданию сольного альбома, наняв для его записи Глена Хьюза, Джеффа Николса, басиста Дэйва Спица и ударника Эрика Зингера, сотрудников дивы Литы Форд, с которой Айоми был в те дни обручен. Вышедший в феврале 1986 года альбом был сольным проектом Тони Айоми, но в последний момент записывающая компания настояла на том, чтобы он вышел под именем Black Sabbath. Альбом, в который были добавлены восточные мотивы, стал еще меньше напоминать первоначальный стиль группы. Незадолго до начала тура 1986 года Глен Хьюз ввязался в драку, серьезно повредил горло, уступив место у микрофона малоизвестному американскому певцу по имени Рэй Гиллен. Последний покинул группу во время записи альбома и позже с гитаристом Осборна Джейком Ли образовал группу. На смену ему пришел уроженец Бирмингема Тони Мартин, перезаписавший все пленки с гиллиновским вокалом. Совместно с басистом Лоуренсом Коттом группа записала следующий альбом, самый оккультный за всю их историю, который был тепло встречен критикой. Альбом 90-го года многие считают лучшим из всех, что были записаны с Тони Мартином. Однако 28 августа Ронни Джеймс Дио пригласил на концерт в Миннеаполисе Гизера Батлера, после чего последовало воссоединение. Но вскоре Пауэлл уступил место Винни Эпису. В числе возможных причин упоминались две: падение барабанщика с лошади и его ссора с Дио. Новый состав записал альбом, который впервые за 9 лет вернул группу в американский топ-50. Затем Оззи Осборн попросил Black Sabbath открыть два его концерта. Дио ответил отказом, считая, что Black Sabbath не могут быть саппорт-бэндом, тем более для Оззи, который неуважительно отзывался о группе в своих интервью. Однако Айоми, Батлер и Эпис приняли приглашение, в последний момент пригласив к микрофону Роба Хелфорда из Judas Priest. После того, как к составу присоединился Билл Уорд, начались приготовления к совместной студийной работе. Но теперь отказался от участия сам Оззи. Последовала новая рокировка в составе. Эписа заменил Бобби Рандинелли, и с Мартином и Николсом Black Sabbath записали альбом 1994 года. В разгар тура Рандинелли покинул группу, его заменил вернувшийся Билл Уорд. После был выпущен еще один альбом. После того, как стало ясно, что студийные альбомы не оправдывают коммерческих ожиданий, Black Sabbath использовали трюк, ранее опробованный такими группами, как Eagles или Fleetwood Mac. Они собрали оригинальный состав для работы над концертным сборником, куда добавили пару новых студийных треков. Двойной CD-сет, объединивший Айоми, Осборна, Батлера и Уорда, в Англии успеха не имел. Зато в США стал платиновым.
В феврале 2001 группа объявила о том, что объединяется вновь для совместной работы в студии. Однако сотрудничество с продюсером Риком Рубином не заладилось, и проект был отложен на неопределенный срок. Тем более, что Осборн стал более чем популярным со своим семейным реалити-шоу. Вскоре Тони Айоми, Гизер Батлер, Ронни Джеймс Дио и Винни Эпис воссоединились для совместных гастролей, которые стали идти под названием Heaven and Hell, а не Black Sabbath. Как говорил Тони Айоми, ему надоело ждать обещанного участия Оззи в записи нового альбома, и он путем долгих и сложных уговоров заручился участием состава второго созыва. После невероятно успешных концертов и неожиданно теплых творческих отношений в группе было решено записать несколько новых песен. В результате музыканты не только съездили в турне, но и засели за запись своего совершенно нового альбома. Оззи Осборн болезненно отреагировал на воссоединение группы без него. Поначалу он почти не комментировал деятельность Heaven and Hell, сказав, что этот проект не имеет отношения к Black Sabbath. Однако в 2009 году Осборн подал в суд на Айоми, требуя у него половину прав на название Black Sabbath. Однако Heaven and Hell продолжали свою деятельность, собирая тысячи поклонников по всему миру. Однако вскоре мир узнает о трагической новости. Умирает Ронни Джеймс Дио. В 2011 году Black Sabbath заявили о реунионе в оригинальном составе, подготовке к записи нового альбома и последующего мирового турне. В 2013 вышел новый студийный альбом, получивший название «13». Из классического состава группы в записи диска приняли участие Осборн, Айоми и Батлер. 4 февраля 2017 года в родном Бирмингеме группа дала последний концерт в своей истории. Сегодняшний Оззи Осборн, смешной старикан из телешоу, пожиратель летучих мышей и миллионер, на счету которого десятки альбомов. Но в 1969 году его имя было синонимом разрушительного и темного начала. А альбомы Black Sabbath 70-х остаются стандартом для целых поколений. Барабанщик Ларс Ульрих говорил: без Sabbath не было бы Металлика. Но группа нашла своих почитателей и в лице, например, Нирвана, которую Курт Кобейн описывал как смесь Black Sabbath и Beatles, а также в лице Red Hot Chili Peppers, которые переделали риф из Sweet Leaf в фанковый забой Give It Away в 94-м, и многих других групп и артистов, подчас весьма далеких от металла и вообще рока. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео.